Дорогие рукодельницы, приветствую вас на канале Колыбель искусства. С вами Мирослава. Я поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю вам всего самого доброго, чудесного и прекрасного в Новом году. Вам и вашим семьям тепла и добра. Новый новогодний праздник, Новый год непосредственно мы уже встретили, но впереди нас ждет не менее волшебный, прекрасный сказочный праздник Рождество. Это семейный праздник, теплый, домашний. И сегодня я предлагаю вам сделать композицию, которая украсит ваш рождественский стол. Вы к этой работе совершенно спокойно можете привлечь ваших деток и весело и с пользой проведете время. Для создания композиции нам понадобится пенопластовая заготовка в виде круга, стеклянная тарелка, искусственные веточки еловые, свеча, акриловая краска или жидкая поталь, различные декоративные элементы для украшения композиции, клеевой пистолет. Итак, приступим. В самом начале мы должны покрыть основу нашу, покрасить ее. Значит, цвет я буду серебряным, да? Цвет вы выбираете, отталкиваясь от аксессуаров, которыми вы будете украшать непосредственно композицию. У меня в основном серебряные аксессуары, поэтому я выбрала серебряную поталь. Опять-таки, если у вас нет потали, вы можете совершенно спокойно использовать серебряную краску акриловую. Буду это делать с помощью губки. Поталь жидкую мы взбалтываем. Вот такими. Движение. Покрываем. Зачем мы это делаем? Во-первых, если у вас где-то будут просматриваться места, оставаться видимыми, цвет все-таки красивее будет, если цвет будет серебряным, например, или золотым, чем просто белый. Потом сам пенопласт, он пористый материал, и в работе он иногда может разваливаться, да, как-то вести себя не очень удобно и хорошо, а краска дает дополнительный грунт, скажем так, да, более плотная становится поверхность и удобнее работать, тоже плюс. Благодаря тому, что он пористый, очень быстро впитывается. Если вы будете это делать с детьми, конечно, лучше использовать краску, потому что не будет резкого запаха. Все-таки жидкая поталь, она дает такой резковатый запах, и с детьми это не очень хорошо в работе. А красками дети совершенно спокойно могут это делать сами, под вашим руководством. Вот такой серебряный веночек у нас, уже основа готова. Сейчас мы будем уже окрашенную заготовочку клеить к стеклянной основе нашей тарелочки. Для этого мы используем клеевой пистолет. Это горячий клей, и если вы будете работать с детьми, будьте очень внимательны и аккуратны, чтобы дети не травмировались. Клеевой пистолет включить заранее, чтобы он хорошенько нагрелся. И теперь вот
быстро. Здесь надо работать быстро. Ровно прикладываем и прижимаем. Это мы сделали, чтобы наша основа никуда не уходила и композиция у вас осталась на поверхности и не разрушилась. Все, этот этап завершен. Пистолет уберем в сторону, он пока нам не нужен. Далее мы будем вставлять наши веточки искусственные в основу. Веточки вы можете приобрести в любом магазине, строительном, большом гипермаркете. Если вы будете это делать после Нового года, дополнительный приятный бонус всегда скидки после новогодние на аксессуары, да? Поэтому, пожалуйста, смотрите, находите их. У меня был венок, я его разобрала на вот такие элементы, потому что венок мне не нужен был, он мне никуда не подходил, поэтому я решила сделать из венка такую композицию. Иногда они продаются отдельными веточками, то есть что вы найдете, пожалуйста, все можно применять. Предварительно, прежде чем вставить, нам надо сделать чуть-чуть под углом такую выемку. Если у вас есть шило, вы можете использовать шило, только будьте аккуратны, чтобы не проткнуть очень глубоко. Все-таки это пенопласт, и если вы очень часто будете протыкать, его может разрушиться, это тоже не есть хорошо. Я использую кисточку, что, кстати, в работе с детьми очень удобно. Они опять-таки не могут травмироваться, потому что нет острых концов. И вот такими собственными движениями мы будем заполнять всю поверхность. Они есть более длинные, сами веточки, есть короткие. Значит, длинные мы по краю пустим, короткие вверх. Всегда заполняйте по кругу, не хаотично, а по кругу, тогда у вас будет композиция иметь красивый вид. Первый этап сделали, следующий вы старайтесь между веточками ставить следующий круг. Мне здесь плохо видно, хочу вам показать, но вы в домашних условиях, конечно, это будет делать удобнее. Будете поворачивать, крутить, как вам удобно. Ну вот мы закончили заполнять веточками нашу основу. Основа просматривается, о чем я вам говорила в самом начале. И вот серебряная, благодаря тому, что мы покрыли серебряной по талию или краской серебряной, она смотрится очень хорошо, нет этих белых бликов, да, даже празднично, где-то серебро
хорошо просматривается, и это совершенно не смущает и не портит общий вид. Дальше мы переходим к украшению аксессуарами. Значит, наш круг полностью заполнен ветками, и дальше мы приступаем к декорированию различными аксессуарами. У меня есть шишки, я их тоже предварительно покрыла по талию с помощью кисточки. Они получились такие заснеженные, серебристые. И далее клеевой пистолет. Немного выдавливаем. И прямо на веточке вы можете выложить какую-то композицию вместе с детками, чтобы запомнить, присмотреться, как вам нравится, не нравится, что бы вы хотели добавить или убрать, а только после этого приступать к приклеиванию деталей. Дети могут выложить композицию, а вы уже, чтобы обезопасить детей от горячего клея, непосредственно приклеить к основе. Так, ну, композицию здесь завершить невозможно. Здесь все по вашему вкусу. Вы можете добавлять еще и еще украшения, можете остановиться на лаконичных каких-то моментах. Я сейчас покажу, как я сделаю свечу, как я ее украшу. У меня есть такая декоративная тесьма, имитирующая стразы. Лучше для этого взять момент. Сделаем бант. Берегите пальцы, аккуратно. Используйте перчатки, если работаете с клеем. У меня есть стразы на клеевой основе.
Их тоже можно применять. Очень удобно. Такая нарядная свеча у нас получилась. Ставим ее в середину. Так. Ну и в самом конце украсим немного гирляндой. Дети очень любят огни. Поэтому такие прекрасные праздники, они не будут лишними, только будут дополнительно украшать ваш дом и создавать дополнительно праздничную атмосферу. И вот выкладываем гирлянду. Здесь уже тоже хаотично. Включаем. Батареечки спрячем сюда к свечке. Ну вот, собственно, и все. Дорогие рукодельницы, еще раз поздравляю вас с новогодними праздниками, зимними праздниками. Тепла и добра вашим семьям. Сегодня мы сделали с вами красивую композицию, которая с помощью, если вы делали с помощью деток своих, это будет дополнительным приятным бонусом для вас и для вашей семьи. Эта композиция станет замечательным украшением, аксессуаром вашего дома в праздничные дни. И потом ее можно убрать и в следующем году снова таки украшать, потому что елочка у нас искусственная, с ней ничего не случится, поэтому она не один год может украшать ваш дом. Еще раз хочу поблагодарить вас за комментарии, за ваше внимание к моим видео. Не забывайте ставить колокольчик, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных мастер-классов. Всем добра, давайте творить вместе.